Не знаю, как лучше по свету. Попробуем как-то так. Что ж, вроде бы я готова. Всем привет, с вами Вика, и вы на канале, посвященном материнству и беременности. И немножко у нас будет Аргентина, потому что в ближайшее время я отправляюсь в Аргентину, и роды мои будут именно там. Вот, поэтому, если вам интересна эта тема, интересно посмотреть на Аргентину, интересно узнать немножко, интересно немножко понаблюдать за мной, вот, то welcome. Буду рада вашим комментариям, вашим просмотрам, лайкам, вот. Ну и надеюсь, что формат влога вам тоже зайдет. Давайте немножко расскажу вообще о своей беременности. У меня сейчас 27-я неделя, и в ближайшее время как раз у меня уже есть билеты на самолет. В ближайшее время я отправляюсь. Сначала я встречусь с мужем, мы встречаемся с ним в Батуми, он уже меня там ждет. Вот, и оттуда мы направимся через 2 дня буквально уже в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где, собственно, будут уже оставшиеся наши будни. А пока я, собственно, не уехала, немножко покажу вам сегодня в этом влоге, собственно, как я собираюсь, немножко каких-то дел из дома, про какие-то свои моменты вообще в плане жизни. В дальнейшем, наверное, я запишу уже более подробно немножко про то, как у меня проходил первый и второй триместр. Ну, за третьим уже вы сможете как раз наблюдать уже в настоящем времени. Вообще, это моя первая беременность. Немножко страшновато, но я себя успокаиваю. Вот, есть некоторые такие волнительные моменты, за которые ты, конечно, переживаешь, как все пройдет. Очень непривычно в плане того, как твой организм вообще перестраивается, то, как он меняется. К этому тоже нужно привыкать, как-то подстраиваться под это. Это оказалось для меня достаточно неожиданным. Вот, я как бы знала, что примерно, да, наверное, ждет каждую женщину, но то, как это протекает, собственно, у тебя, то, как это отражается на твоем организме, это, конечно, ни с чем не сравнимо, это нужно именно как раз ощутить. На данный момент я немного волнуюсь в плане перелета, потому что, опять же таки, когда у тебя уже есть животик и чувствуются, да, какие-то шевеления, ты уже начинаешь по-другому относиться вообще ко всему. Вот, поэтому в плане перелета у меня есть определенные тоже волнения. Вот, мы летаем достаточно часто, поэтому я обычно спокойно отношусь и к долгим перелетам, и вообще, в принципе, к самолету. То есть у меня нет каких-то таких прям страхов, напряжений, паники. Вот, но в данном случае есть какие-то такие ощущения. За счет этого как-то это будет все-таки по-новому мной восприниматься, мне кажется. Постараюсь не волноваться. Мне кажется, здесь тоже главное расслабиться и не думать о чем-то таком. Вот поэтому посмотрим, как в итоге все будет происходить. Ну и в самой Аргентине мы уже были, но были в такой достаточно туристической части, там, где у нас находится ледник Перито-Морено. Воспоминания только одни положительные. Очень понравилось вообще, в принципе, и природа, и люди. Как у туриста у меня остались достаточно яркие впечатления, только положительные, вот. Но в Буэнос-Айресе мы не были, поэтому будет интересно как раз тоже посмотреть. Ну и в плане родов, так как это первая беременность, я, в принципе, да, не знаю, как бы, да, точно чего ждать вообще, в принципе, от всего этого процесса, хотя я посмотрела достаточно много различных роликов, я морально тоже готова ко всему, вот, но здесь еще плюс то, что это другая страна, другой менталитет у людей, да, ну, как бы есть... В общем, относительно этого тоже немножко я волнуюсь. Но для меня главное это на самом деле поддержка, со мной будет вместе муж, поэтому я думаю, что все будет хорошо, что я не должна как-то сильно напрягаться, в общем, хотя я достаточно такой волнительный порой человек, могу себя накрутить, вот, надеюсь, что ничего такого подобного не будет. Вот, а так мы, по сути дела, переезжаем сейчас, у нас в доме куча различных вещей, которые нужно тоже перевести. Вот, я вам как раз покажу мой любимый стеллаж, который я буду скоро собирать, много различной одежды, которую тоже нужно убрать, в общем, какие-то такие свои дела по дому я доделываю, вот, и, собственно, собираю чемодан. Я решила сделать это раньше, потому что
я стала такой рассеянной, это просто кошмар какой-то. Я могу буквально вот сейчас что-то вспомнить, и пройдет буквально пара секунд, я уже забуду, о чем я вообще думала. Вот поэтому я постепенно, потихоньку складываю какие-то вещи, чтобы уже точно все собрать, ничего не забыть. Вот. А мне это не свойственно. Я люблю вообще обычно собираться в последний день, ну, прям буквально перед отлетом. Вот это для меня нормально. Могу даже просто в ночь собрать, и утром мы, допустим, летим. Вот, я больше такой вот человек, и у меня не было такого, чтобы я что-то вообще, в принципе, забыла хотя бы раз. Вот, поэтому надеюсь, что в данном случае такая заблаговременная подготовка только будет на пользу. Ну и плюс сейчас уже на 27-й неделе немножко тяжеловато именно делать какие-то вещи, да, интенсивные, достаточно активно, и прям вот много, порой мне хочется передохнуть. Вот мне даже сейчас, когда я вам говорю, немного не хватает воздуха и дыхания. Вот поэтому, в общем, я стараюсь делать все постепенно, потихоньку. Ну, как-то так. В общем, надеюсь, что вам будет интересно наблюдать. Скоро увидимся. Ну и дальше я сейчас буду немножко такие влоговые зарисовки тоже вставлять, вплоть до, собственно, приезда в Буэнос-Айрес. Хотела вам еще показать мои самые любимые стеллажи, собственно, книги. Обожаю читать, вот, но сейчас мы переезжаем, собственно, и поэтому все эти стеллажи нужно будет разобрать. Моя коллекция фанко-попов, я так их долго собирала, вот эту серию с Sailor Moon, просто невероятно тащусь от своей коллекции. Вот, будет очень грустно пока что не видеть ее, вот, все уберу обратно в коробочки аккуратненько, вот, и они будут меня дожидаться. Книжки тоже нужно будет разобрать, они будут перемещаться вместе со шкафами. Вот, немножко так грустно, потому что очень люблю эти шкафы, мне очень нравится, как все смотрится. Вот, очень люблю как раз подходить и выбирать книжки. Но пока что временно придется без них обойтись. Вот, возможно, какие-то парочку я все-таки с собой возьму, выберу что-то, что прям вот хочется в ближайшее время прочитать. Вот, но пока не решила. Вот, а так меня ждут, собственно, электронные книжки по большей части. Вот, потому что именно в чемодане места лишнего, конечно же, нету. Там буквально на пару книжек. Вот здесь как раз у меня уже такой небольшой стрэч, на самом деле. Здесь вот тоже все навалено. Вот, потому что я в процессе уже здесь красоту, собственно, не навожу. А по большей части уже как-то так немножко потихоньку что-то разбираю. Внутри моих чемоданов. Я их пока что собираю. Здесь вот чисто накидала так то, что планирую брать. Может быть, что-то из этого уберу, пока еще не решила. Что-то я уже упаковала вот в такие вот пакеты. Очень удобно. Прикольно то, что одежда просто сжимается и место сохраняется. При этом я достаточно уже много здесь уложила. Вот, там вот тоже как раз, кстати говоря, я почитала, что кокон тоже можно сжать таким же пакетом. Просто откачиваешь воздух, с ним ничего как бы не происходит, он сохраняет форму, потом просто вытаскиваете, и он снова обретает, собственно, свое положение. Вот, ничего не должно деформироваться. Вот. Но за счет того, что он в этом пакете, место он занимает в разы меньше, поэтому очень получается удобно. Тут пока что всякая моя ерунда еще, тоже еще не запаковывала, здесь тоже еще воздух не откачала, но вроде как все помещается. Буду еще смотреть, кстати говоря. Наконец-то собрала идеальную аптечку. Нам все просто идеально расфасовала. У нас с этим обычно проблема. Вот, но сейчас все по пакетикам, все подписано, поэтому будет очень удобно пользоваться. Вот, обычно я до такого не дохожу, руки не добираются. Вот, поэтому очень довольна. Пожалуй, это моя самая лучшая сборка чемоданов. Вот, потому что все очень четко, и я стала делать это заранее. Что-то боюсь забыть, поэтому решила прям вот какие-то вещи сразу сюда, собственно, ну, как только я вспоминаю, что мне нужно что-то взять, я сюда просто-напросто складываю, и уже об этом не нужно думать. На улице просто ужаснейшая погода. Сегодня, наверное, самый холодный день этой осени. Вот.
Вот, я как раз только что сдала анализы крови. Я немножко замерзла. Сегодня я сдавала анализы. Это мои последние анализы, которые я сдаю, собственно, в Москве. Вот, остальные уже ждут меня в Аргентине. Сегодня очень холодно. Вот, я уже успела позавтракать, зашла в шоколадницу. Вот здесь из каких-то таких более-менее полезных мест это ближайшее. Вот, сейчас заберу как раз с Валберисы свитшот. Днем я как раз поеду. И так, на самом деле, мне уже даже не терпится улететь, потому что даже в Батуми сейчас будет теплее гораздо. А в Буэнос-Айресе так вообще уже будет лето, поэтому я хочу уже тепла. А то на контрасте с вот сегодняшним днем просто кошмар. Ну, очень холодно. А так вообще я очень люблю осень. Есть в ней какая-то своя магия. Вообще мне очень важно ощущать то, что сменяются сезоны. Потому что мы вот почти год, можно сказать, путешествовали и все по жарким странам. И, конечно, когда именно нет вот этой вот смены сезонов, кажется, как будто это какой-то замкнутый круг. Я больше люблю, когда все-таки есть и зима, и лето, и осень, и весна. Так мне гораздо комфортнее. Все было занято, пришлось немножко подождать. Сейчас я надеюсь, что мы идем вот в те палаточки, чтобы купить что-нибудь попить. Нет. Да. И посидеть, кстати, пора бы. Сижу, любуюсь на волны, на воду, пью гранатовый сок. Вот такие вот пальмы здесь. Муж сейчас покупает кофе. Вот я пока что все еще без кофе. Но надеюсь, что скоро сделаю тоже исключение. Хотя бы, наверное, ну уже я думаю, что в Аргентине, скорее всего. Вот, в какой-нибудь милой кофейне. Но пока что здесь, в принципе, неплохая погода, хотя всю ночь лил дождь. Вот, но сейчас достаточно так ясно. Волны, конечно, просто шикарные. Я таких давненько не видела, они завораживают, то, как вода плещется, просто потрясающе. А так, в плане самочувствия, чувствую себя хорошо, перелет тоже прошел отлично. Я с собой взяла как раз водички, старалась чуть побольше двигаться. Вот, в принципе, достаточно комфортно, не могу сказать, что у меня как-то затекало тело. Вот. Малышка была такая более подвижная. Надеюсь, что и самый большой перелет тоже пройдет также неплохо. Вот. Должно быть, по крайней мере, более комфортно, чем сейчас. Ну и плюс меня очень порадовало, что рейс не задержали. Все было четко. Как раз мы вылетели и достаточно быстро прилетели. Поэтому в этом плане, конечно, мне повезло.
такой ночной Батуми с огоньками. Здесь какая-то такая... Вечерний. Вечерний. Такая вот часть, наверное, более старого города. Вот очень симпатичненько, такие миленькие улочки. Что мы собираем чемоданы? Сейчас 6:30 утра. На улице вот такие вот огоньки. Очень темно. Сейчас вам покажу. Вот так. И нас ждет очень долгий полет. Меня ждет такой вот чай с шиповником. Передай привет пацаны. Кнопки разные. Покажи еще раз наушники. Такие нормальные. Ты до дыр, кстати. Koridordaki geçişe müsaade ediniz. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Dear passengers, please do not block the aisle when storing your luggage in the overhead bins. Thank you for your cooperation. В Сан-Паулу мы прилетели как раз ночью и заселились, чтобы переночевать. Пересадка у нас была 23 часа, так что была возможность передохнуть. В плане отеля мы заселились как раз буквально в 15 минутах от аэропорта в отель. И хоть от этого отеля был бесплатный трансфер, но ждали мы его целый час, хотя от других отелей трансфер приезжал по нескольку раз за это время. Еще из минусов нас заселили таки в номер. Мы поднялись, посмотрели на номер, он оказался не убранным. Нам пришлось заново идти на ресепшн и, собственно, говорить о проблеме, чтобы нам поменяли номер. Ну и хоть у отеля был собственный ресторан, качество еды оставляет желать лучшего.
Всем привет! Мы наконец-то добрались до Буэнос-Айреса. Нам это удалось. Это был достаточно такой длинный перелет, состоящий из нескольких пересадок. Изначально вообще я летела из Москвы в Батуми, потому что билеты были дешевле, собственно, из Батуми. Вот, там мы встретились уже с мужем, буквально несколько дней погуляли по городу. Вот, и в дальнейшем нас ждал уже такой вот длинный, мощный перелет до Буэнос-Айреса. Первый этап был долететь до Стамбула, там у нас буквально было 2 часа, наверное, где-то пересадка. После этого уже как раз самый длинный перелет шел до Сан-Паулу. И Сан-Паулу мы решили взять, так как сам полет он был такой дневной, вот, то в Сан-Паулу мы решили взять просто-напросто отель и переночевать там, чтобы как раз немножко передохнуть, потому что после такого длительного перелета я знала, что мне будет тяжеловато, плюс я сейчас очень нуждаюсь во сне, я прям не могу, если, допустим, я не поспала хотя бы несколько часов, вот, то я чувствую себя очень плохо, разбитой, вот прям буквально умираю, поэтому для меня это было очень важно. Причем обычно я вообще сова и могу даже несколько дней буквально не спать и совершенно спокойно это перенести. Но вот во время именно беременности я поняла, что мой организм вообще не воспринимает такие, как бы, да, порывы адекватно. Приходится как раз соблюдать режим. Это совершенно для меня непривычно, но за счет этого я чувствую себя действительно хорошо. Даже начала получать от этого удовольствие, от этих ранних подъемов и, собственно, того, что я раньше ложусь спать. Вот в плане состояния организма это намного, естественно, лучше для меня. Вот это прям вот действительно какая-то твоя энергия, она восполняется. Вот, и если возвращаться как раз к перелету, у нас была такая вот ночная как бы остановка, получается, в Сан-Паулу. Взяли отель, спокойно там переночевали, и у нас уже такой короткий 2 или 3 часа до Буэнос-Айреса перелет. Вот, он ждал нас где-то часов в 7 вечера, и уже где-то в 22:00 мы были здесь уже в Буэнос-Айресе. Так как у нас было много багажа, мы решили взять все-таки бизнес-класс. И это было, наверное, одним из лучших решений, потому что действительно все-таки в бизнес-классе гораздо комфортнее лететь в такие большие перелеты. Вот, я буду как раз прикладывать небольшие видео, как это было. Это был наш первый бизнес-класс, поэтому в плане эмоций, конечно, это было тоже прикольно, как такое мини-приключение на самолете. Вот. И если говорить относительно того, как я переносила сам полет, было, естественно, проще за счет того, что это бизнес-класс, комфортнее гораздо, потому что можно было спокойно лечь спать, можно было занять любую удобную позу, переворачиваться с одной стороны на другую, вот, менять положение. Вот. Единственное, что как бы для меня, единственное мое беспокойство было то, что малышка, она как бы очень активно себя вела, то есть, наверное, для нее было, все эти обстоятельства были для нее в новинку, было очень, наверное, как бы было такое количество различных непривычных для нее звуков, потому что я обычно все-таки по большей части была дома все это время, и такое количество звуков она не воспринимала. Вот, а здесь и гудение самолета, вот, все было для нее непривычно, поэтому она постоянно как бы так была в беспокойстве. Вот, я тоже немножко за нее переживала, и уже под конец, конечно, вот этого длительного перелета до Сан-Паулу я начала уже немножко уставать, потому что все вот эти вот движения, они под конец меня немножко измотали. Вот хотелось уже наконец-то долететь, чтобы лечь, и немножко и она успокоилась, и я тоже. Вот. Но в целом все прошло, мне кажется, хорошо. Еще огромным плюсом было то, что мы летели, кстати говоря, турецкими авиалиниями. Плюсом было то, что у нас были включены бизнес-залы, вот, поэтому нам не нужно было тратиться вот в те моменты, как раз когда у нас была пересадка, на какую-то дополнительную еду. Мы просто шли, собственно, в бизнес-класс, и если нужно было что-то перекусить, вот, там можно было спокойно это тоже сделать. Что хотела сказать про какие-то, да, нюансы.
Когда мы из Батуми уже, да, получается, отправлялись на рейс до Стамбула, ну, как бы до первой нашей, как бы, пересадочного пункта, вот у нас сразу попросили, уточнили обратные билеты. Мы покупали изначально обратные билеты тоже в страну Латинской Америки. Вот, знаю, что они, как бы, естественно, нужны будут нам на границе, вот, но здесь нас ждал сюрприз. Нас, как бы, не хотели сажать на самолет, пока у нас не будет обратных билетов именно обратно в Стамбул. Вот, то есть пришел такой приказ, то есть нам показали прям вот конкретное письмо, где именно русских мониторят и не пускают, собственно, как бы не разрешают садиться на борт, если у вас нет обратного билета обратно, собственно, в Стамбул. Вот, поэтому нам пришлось в срочном порядке выкручиваться, покупать именно обратные билеты в эту точку. Очень такая необычная, конечно, была задача, потому что вдруг мы хотим путешествовать именно просто по странам Латинской Америки. Вот, почему такие, как бы, ограничения, почему нам нужно было обязательно возвращаться в Стамбул. Вот, конечно, было чудно. Вот, и как бы здорово, если вы тоже планируете такое, как бы, да, приключение, такое путешествие, здорово, если у вас будут дополнительные какие-то средства на вот такой вот непредвиденный случай, потому что билеты, естественно, в сам Стамбул обратно из Буэнос-Айреса тоже не дешевые. Вот, поэтому, как бы, нужно рассчитывать на какие-то такие непредвиденные обстоятельства. Вот. Еще одним из самых, наверное, волнительных моментов было, конечно же, пересечение границы, то, как бы, да, нас будут допрашивать, спокойно ли нас пропустят, либо нужно будет опять предоставлять кучу всего. Вот, нам повезло, опять же таки, что за счет того, что у нас был бизнес-класс, мы вышли практически буквально первые с самолета и оказались в начале очереди. Работало не так много как раз окошек, и очередь двигалась ужасно медленно. Вот, это было изматывающе, поэтому, и, как бы, и глядя на тех, кто стоял просто в конце, я понимала, что это, ну, как бы, у них займет массу времени. Вот, потому что мы стояли еще, да, буквально в начале, то есть у нас, наверное, было где-то ну, 1,5 линии где-то до нас, и это тоже длилось, наверное, час мы стояли точно, мне кажется. Вот, очень медленно, и если вдруг, ну, как бы мы же знали, если вдруг кто-то из русских уже, ну, как бы пытался пересечь границу, вот, им задавали очень много вопросов, вот, поэтому это еще задерживало очередь. Когда очередь дошла до нас, у нас просили, конечно же, опять же таки, очень много данных. Нужно было предоставить данные относительно жилья, о своем материальном, как бы, положении, обратные билеты, опять же таки. Вот, то есть пока все вот эти какие-то нюансы девушка не уточнила нас как бы не пускали. Плюс она несколько раз, опять же таки, ходила, проверяла что-то, уточняла, вот, и, наверное, минут 20, мне кажется, мы лично простояли только, уточняя все вот эти вот моменты, вот, но потом она уже все, как бы, все закончилось в итоге хорошо, нас пропустили, вот, никто не интересовался относительно того, ну, как бы, беременная я или нет, то есть меня ни разу не спросили ни когда я садилась в самолет, справку у меня никто не спрашивал, вот, ни уже, собственно, на границе никаких вопросов мне не задавали. Вот, я, конечно, постаралась так, чтобы это было, наверное, максимально незаметно, но на мне была толстовка, вот, чтобы как раз избежать еще каких-то дополнительных проблем. Вот, но в любом случае, вот, каких-то таких нюансов касательно беременности у меня не спрашивали, вот, поэтому какого-то лишнего геморроя не было. Для меня это тоже было, естественно, плюсом, потому что я немножко тоже переживала, так как справка у турецких авиалиний идет на 7 дней, вот, поэтому я старалась, да, как бы максимально тоже обезопасить, брала прям последний буквально день перед полетом, и, ну, как бы мы укладывались, естественно, в эти сроки, вот, но какого-то, как бы, да, риска не хотелось тоже допускать, вот, поэтому, в общем, мы перестраховывались.
Вообще это не первое наше путешествие именно в Латинскую Америку, и конкретно в Аргентине мы уже тоже были. Мы были уже в Патагонии. Вот. Впечатление относительно страны у нас осталось только положительное. И я знаю, я это говорю к тому, что я знаю, какой длительный, да, может быть, перелет, если ты летишь не в бизнес-классе, поэтому, если, конечно, у вас есть такая возможность себя немножко побаловать, потому что, ну, глядя на разницу билетов, в принципе, она была не такая прям вот сильно существенная. Вот, если у вас есть возможность, конечно, взять бизнес-класс, я бы, наверное, советовала взять, ну, немножко переплатить и взять бизнес-класс. Вот. Ну, кроме мере, если вы беременны, вот, для вас это будет, конечно же, комфортней гораздо. Вот, и если у вас много багажа, вот, то здесь есть, наверное, какой-то смысл в этом. Так, в Буэнос-Айресе мы уже несколько дней уже обжились, знаем, что здесь как. Конечно, некоторые моменты оказались не совсем такими, как ты, наверное, да, рассчитывал. Вот, что-то тебя приятно удивило. Я всячески наслаждаюсь вот этими вот вкусняшками. Здесь есть такая малина в шоколаде. Вот, если вы еще не пробовали и планируете тоже посетить Аргентину, обязательно обратите внимание на вот эту штуку. Это нереально вкусно. Это такая именно как раз фирменная сладость Аргентины. Вот, я ее сейчас постоянно буквально поглощаю. Очень вкусная штука. Поэтому рекомендую. А так я буду стараться записывать какие-то влоги с наших прогулок, тоже из жизни. Надеюсь, что вам будет интересно. Увидимся чуть позже, а то, мне кажется, ролик и так получился достаточно длинным. Вот. Всем пока-пока.